Доброе утро, народ. Давно не выходил на связь. Ну, как давно? Когда это мы вернули? 2 месяца. Разгребал отпускные запасы информации. Загружал, обрабатывал, программировал там по дате выхода. Все сейчас программирую уже, ну, на 8 марта уже запрограммированы. Вот, это такой сегодня у нас анонс, да? Вот, но я не по этому поводу. Я хочу огорчить всех тех граждан недоимперии, которые предрекали что Европа замерзнет. Вот там газ отключат, нефть не дадут, мазут не дадут. Ну, вот в таком плане. Ну, вот я не хочу вас огорчать. Вот, с 1 января у нас дешевеет и газ, и электрика. Вот не буду врать, что из них что. Короче, газ и электрика одешевеют на 10,8%. Но в зависимости еще от этого, кто продает, какая компания, там могут колебаться. Но это уже официально объявлено, уже все есть, уже даже поприходили платежки. Ну, не платежки, а вот эти вот, как они, уведомления. Вот, с этим, ну, с подешевлением, как правильно это по-русски, чтобы вы поняли. Вот. Ну, а это ж все потянет и все остальное. А почему это было ясно, что это все потянет, или почему эта тенденция была? У нас депозиты были по 5,5%, и с апреля месяца начали падать. То есть сначала были в начале года, ну, были 5,5% в начале года, потом быстро через месяц, через 2 сделали 5, потом сделали 4,5%, потом в сентябре сделали 4,2% с гарантией до того, что будет до Нового года. Вот 4,2 депозит. Но это не каждый банк по-разному, правильно? Вот. И сейчас с Нового года будет как его, опять все уменьшится. Вот этот депозит. Теперь у нас год, ну, она плавает туда-сюда, но год уже дешевле солярка и бензин, ну, топливо, да, по сравнению с прошлым годом. Вот как в прошлом году. А почему запомнил? Потому что я ехал в в отпуск. И топливо у нас было 39,90. Солярку я заправлялся, 39,90. Ну раз ты пропускаешь, так я тогда поеду. А потом вот, ну, сейчас поедем, сейчас заправимся даже, сами посмотрите, 35,50 или 35,90 в зависимости от заправки. Ну, за город выйдешь, там подороже, а в городе тоже на центральных таких, тоже так, ну, цена такая плюс-минус там приближается к тем, что заправляешься на трассе. А есть такие, которые малюсенькие, так там ну, не малюсенькие, там где-то на окраинах, так там подешевле. Ну, вот там вот у меня есть 2 таких. Есть еще дешевле, чем там. Но сегодня туда не по пути. Вот. Поэтому со Нового года ждем подешевления и этих. Ну, а это все потянет, ну, начнется подешевление. Так что вот в связи с этим вот огорчения такие прогнозам тех, кто говорил, что мы замерзнем. Вот у нас сейчас 9, сегодня 9, да, вот +1 у нас.
Ночью не знаю, сколько было, но вот сейчас вот на работу еду, +1. Вот видно, что Новый год, вон у нас эти горят, как его, новогодние уже эти украшения. А так как камера снимает 360 градусов, сидите, крутите вот, куда хотите. Вот, я поставил на меня по умолчанию. Ну, меня, правда, тут будет не сильно и видно, но тем не менее. Вот, захотите, перевернете на этот вперед. А теперь обсудим этот. Ну, все уже все знают, да, там Сирия упала, Асад спрятался в Москве. Мне интересно, этот Кремль-Бздун где будет потом прятаться? Куда? Кто его спрячет? Лукашенко? Ой, ну там. Вот. А что это значит? А все просто. Ведь, совсем недавно этот же моль эта бункерная ездила в Казахстан. А ездила ведь не просто так. Там ведь подготовили к открытию большое месторождение. Я не помню, как называется. Нефти. Ну, не знаю, если там есть газ, но, по-моему, там только нефть. Ну, это можно посмотреть. Я что-то этот момент упустил. И он ездил уговаривать не открывать его. Ну а как не открывать, если туда вложено 45 миллиардов баксов? Че их заморозят, потому что Вова приехал? Херушки. Вот. Откроют. Это значит для Вовы, что Казахстан может экспортировать больше. А теперь Сирия. Вова ее не контролирует. Ну и теперь через нее пойдет нефть. Ну, возможно, и газ в Европу. Все. 10 лет коту под хвост. А так хотелось, да? Ну вот, граждане, ратующие за замерзающую Европу, вот вам еще одна пощечина уже, я не знаю в который раз. Можете обтекать. До вас же до сих пор еще не дошло. Или до сих пор, или еще. Что Европа не замерзнет. Ну вот вам и показатели того, что она не замерзнет. С чего бы она замерзла, блин. А сейчас по каким-то там новым нормам с Брюсселя, ну, руководит же всем процессом. Ну вот как и вы там получаете, вот в России есть паспорт города к зиме, да, или паспорт зимы, или паспорт города он называется, к отопительному сезону. Здесь это сделали по-другому. Наверное, страна, не город, подает отчет перед отопительным сезоном. Должны быть заполнены хранилища на 90% минимум. Ну вот, наше государство отчитывалось, 93% было, но это было перед отопительным сезоном. А так как сейчас зима теплая, то наверное, опять будет экономия, опять не спалим столько, сколько холодные зимы. Я вам могу показать, как у нас счетчики крутятся на объектах. Что там не холодно. Рабочая, комфортная обстановка. Ну и вот, сами видите, машины едут.
на чем-то же не ездят. За что-то это с утра. Что, пробка что ли? А нет, зеленый горит. Вот. С утреца вот все. Да, блин. Что такое? Что там в туннеле случилось? Ага, уже вон едут, мчатся полиции. А, скорая. Ну, когда вот это тут с утра в туннеле это, как его, опускают, что-то где-то случилось, наверное. Очень редко здесь опускают шлагбаум, регулируют вес в туннель. Сейчас посмотрим, уже и в туннель. Что-то я раздевался с утреца. Так что вот такие нас ждут перспективы. Естественно, какие-то вещи дорожают, какие-то это, инфляция там какая-то, есть все это, но я даже не знаю, там что-то была какая-то большая вроде сначала, а потом она упала то ли 4, то ли 2, сейчас грозят будет самая маленькая, не знаю, не могу сказать, не следил за этим моментом, как-то все-то это. Вот, что я заметил, что подорожало. Салат был какой-то там подорожал. И масло сейчас подорожало. Вот. Но масло мы не едим. О чем что-то там на нем жарим. Я не знаю, я его так не ем. Не потому, что оно там дорогое или нет. Оно недорогое. Ну, как определить дорогое? Сейчас вот было 64 или 69, а сейчас 74 стало. Что-то такое, не знаю. Я его, там что-то принцесса моя покупает его, когда ездим на это. Вот сейчас на Новый год поедем. Ну, не на Новый год, а поедем. И на Новый год тоже там что-то, может, на какую-то выпечку надо. Я хер его знает. Я этим не страдаю. Все остальное как-то что-то, может, и дорожало, может, нет, не знаю. Не буду врать. Я делал в прошлом году обзоры на цены. Ну, посмотрим, может, камеру возьму. Ребята, тут 70, чего 60 едем? То это, зайду, покажу. Расскажу, какие цены. Ага, что-то случилось, все написано. Ограничения, сейчас посмотрим, где. Ну, пока 70, блин. Где там еще ограничения? А, все, убрали уже все. Значит, открыли все. Посмотрим, какие цены. Хочу купить этого хамона куплю. Давно уже нет, а уже хочется. Покупал разные, всякие. И у этих посредников, дистрибьюторов и всяких этих разных стран. Но, в общем, о, тут опять ограничения. Но это вкуснее испанского нету ничего. Прощелкал чел, что с 70 на 50 опустили, да? Вот такое бывает. Что там случилось? А, вот мы догнали их. Угу. Тут, наверное, где-то что-то было.
Вот, и хамончик будем, ну там килограмм, зависит от ноги, так 6, 7, 8, но в основном 6. Редко когда больше, так вот. У меня был товарищ, он прям с этого, ну с Испании возил, он раз в год приезжал, так я у него покупал. А сейчас что-то 2 года уже, на 2-й год его нету. Ну, он не едет, так бы написал мне. Вот. То купим, поедем в этот Макро. Купим. Так, там спрашивали еще по поводу видео. Видео выходит у меня запрограммированы. По понедельникам выходит. Ну, вот это вот наше турне. Мы же проехали 6 стран. Вот, когда были в отпуске. Много достопримечательностей посмотрели. Проехали 4000 километров больше. Вот. И по понедельникам у нас выходят завтраки, обеды, там перекусы такое. По субботам выходят вот эти вот местопримечательности, которые мы посещали. По средам выходят миниатюры, там, ну, вот эти 360 панорамы в этом, как его, одноминутные плюс-минус там с разных таких местопримечательностей, ну, там, где посещали, где были какие-то, может, места интересные, все, выходят по средам. А в четверг еще выходит по четвергам выходит, я снимал от первого лица, просто камера висела, 3S, это маленькая, инста, обалдеть. Вот. Ну, снимал 2К, чтобы дольше это, ну, что-то 50 минут она, по-моему, выдерживает. Вот. Ну, обалдеть, конечно, она вот в этом плане, именно для таких вот подсъемов, если это, ну, в общем, супер. Вот. Так что вот, это выходит по четвергам. И каждый день вечером, но это тоже все выходит вечером, там время колеблется от 17:30 до 18:15 по-нашему. Вот. А это, плюс еще, когда ну, шортики, ну, вот эти шортцы, их выходит 2, в 12 и в 6. Там тоже в 12, может 17:45, может 18, вот. Их всегда выходит по 2, но могут выходить 2, 3, 4, там 5 дней, как насобираю. Может быть потом день-два перерыв, а потом опять так же самое какой-то. А может быть день через день. Они выходят, раньше выходили постоянно, а сейчас просто вот, ну, пока разгребал это все, руки не доходили, тоже их закачать туда и это, чтобы ай, тут не успел, чтобы тоже выходили каждый день. Ой, что-то я раздевался с утреца. Сколько там у меня еще 360 неопубликованных
или 350 еще есть, которые нужно вот программировать, чтобы они выходили. Ну, там делаю каждый день один-два, на выходных побольше делаю, вот, программирую. И еще нужно будет, есть еще там кое-что снять надо будет. Там у меня же есть этот, как его, уже опыт, поэтому по принтерам вот этим вот, там магнитики делаю. Вот, ну так, просто опыт. Не какой-то там потоковой линии, а так для себя попробовать. Разобрался там с магнитами, как резать. Есть такое. Ну, в общем, там куча нюансов. Вот. Тоже тут можно рассказать. Потом надо вот эти ж вот то, что на Инсту 3С, вот это вот, так там тоже надо это. Тоже еще нужно обрабатывать, ну, монтировать, там, подрезать, почищать, загружать. Потом фото еще каждое воскресенье публикую. Там есть у меня сайт, где я публикую фото с путешествий. Вот, стараюсь каждое воскресенье, но пока не пропускал. Вот, как приехал, с отпуска приехали, там где-то недели через 2, через 3 начал. Каждое воскресенье выходит у меня одно местопримечательность. Потом, как вот эти вот сейчас подойдет, ну, потихонечку делаю. Еще ж нужно будет делать 360 вот эти миниатюрки. Тоже там они запрограммированы, но вот нам нужно будет тоже монтировать. Там есть, уже подбираюсь к этому. Ну, в общем, как-то так. Плюс еще фото 360 там публикую. Тоже с отпуска. Ну, некоторые там есть места, просто бомба получились. Вот. Ну вот, постепенно там на Акулу 360 загружаю тоже. Но они пока не каждое воскресенье, но там, через одно, через 2 воскресенья просто тоже руки вот пока еще не доходят. Еще много всяких таких вещей, которые нужно делать. Это так вот по поводу анонсов. Что когда будет выходить или когда выходит. По инструментам там пока нету. Вот, так как ничего не покупал, ничего нет, а пока, ну. Что-то замерз, хлопец. Вот. Но есть тут другая интересная тема. Крипта. У нас приняли закон, он уже в первом чтении прошел, сейчас во втором, а парламент сейчас подпишет его и все. Сенат уже сейчас в парламенте подпишут. Короче, если на 100 тысяч покупаешь в год, не облагается налогом, ну, на 100 тысяч наших. И если 3 года, вот не помню что, не производил какие-то манипуляции с криптой, сумму не назвали, но 3 года ты ничего не то тоже не облагается налогом. Вот так. А это значит что? Что крипта будет расти. Ну вот я помню эфир я покупал когда, так вот по сравнению с апрелем, вот я просто цену запомнил в апреле, он вырос в 2 раза. Вот. Так, это ладно, вот, ну, я уж там говорил. Я только покупаю. Я не торгую им криптой, я только покупаю. Сейчас начал учиться еще на фондовом рынке. Покупаю акции. Блин, вот проехали заправку, не посмотрел сколько. Вот тут на этой стороне будет, да, тут сколько? 37, да? Вот, что это? Да что сегодня этот, как его? Да, 37,50. Ну вот сейчас вот на который на маленькой мы заправляемся. Вот, а потом расскажу дальше про крипту. Про акции. Так, а тут 35,50 вот. Ну, а там 37.
А нам осталось 100 километров доезд. Тут как раз сливаются, да? А мы сейчас заправимся. А потом дальше расскажу про это. А, он будет сливать. Про рынок расскажу, про фондовый. Ну или про то, как учусь с акциями. Вот, я скоро, я быстренько. Так, дизель у нас 35,50. Сейчас на 2000 там с копейками заправимся. Пойдем заплатим. И поедем дальше. А ну так я, в принципе, могу рассказывать. С фондовым рынком только начал. Я там как бы сильно еще не шарю во всяких этих нюансах, в показателях. Там же, как открываешь таблицы, там просто голову взорвет от объема информации. Я пока некоторые параметры, что понял, что изучил. Вот. Как инвестирую еще, покупаю акции по некоторым параметрам. Меня интересуют пока акции, которые платят дивиденды. В основном платят все поквартально. Но есть компании, которые платят месячно. Вот я пока одну такую нашел. То есть каждый месяц тебе платят дивиденды, они выплачивают. Но процент у них небольшой, у них 5%. Но в любом случае это все равно больше, чем в банке. Так, вот, 62 литра мы заправили, идем платить. Сейчас заплачу, буду дальше рассказывать. Телефон надо взять же, надо же будет чем-то платить. Двойку попросил. Карту уже. Дякую. Сказано. То есть я для себя взял акции, вот какие-то там, да? А почему важно, чтобы каждый месяц платила? Чтобы можно было дальше инвестировать. Вот. Вообще это очень интересная вещь, фондовый рынок. Поэтому изучаем. Так, что для себя там еще? Понял, или как, вот по каким параметрам, да, есть таблица, открываешь, и там вот общий перечень акций, и они всегда по дивидендам, кто больше платит, и это, то есть по дивидендам они находятся вот это первое место, второе, там 10-е в списке.
Вот. А потом дальше уже следующие параметры смотришь. Не обязательно крутая компания, может быть, на первом она платит мало дивидендов, но она там стабильная такая, ну и так далее, в общем. Я для себя какие-то несколько параметров выбрал, по которым определяю. Но компании или акции, они же делятся на те, которые платят проценты, и те, которые не платят, то есть вкладываются и они растут. Растет стоимость акций. Вот. Но я пока инвестирую только те, которые платят дивиденды, проценты, чтобы с этих уже процентов опять покупать акции. То есть я инвестировал определенную сумму, перечислил туда на счет, она у меня там лежит. И вот я там потихонечку изучаю и прикупаю постепенно. Теперь следующий момент. Сразу у всех людей возникает вопрос о банкротстве, там пропадут, упадут, там чего, туда-сюда, 5-10. Возьмите любое предприятие, любой магазин, они что, пропадут, обанкротятся? Этот риск есть. Но вот так, вероятность того, что именно эта ваша акция упадет, какой? Там, если у вас одна компания, так понятно, вот одна и будет. Ну, этот риск 100%, что она это. Когда у вас две компании, это уже 50%. Когда у вас 10 компаний, это 10%, что одна из них, из 10, а если у вас 20, значит это 5%, что одна компания обанкротится. Теперь, просто чтобы было понятно, например, вы инвестировали 4000 евро и купили акции с каждой компании, чтобы было понятно, по 200 евро, да, вот. Теперь вот эти все 20 компаний, а вот здесь, да, вон бензин, солярка, дизель, 35-30, мы заправили 35-50, а вот тут 35-30. Ну вот, 60 на 20, вот на 12 наших денег 12 единиц наших денег я бы заправил меньше. И теперь получается, что вот если разные компании по-разному, есть такие, что один год хорошо заплатят, есть случаи по 50% платили от стоимости акции, блин. Вот. Ну, а есть, блин, 0 вообще 0,5% эта компания. Вот. У нее, в общем, ну, шикарная компания это. Так вот, и она платит нестабильно, вернее, не одни и те же суммы. Вот сколько получилось, только заполучилось, только не получилось в этом квартале, значит вообще, блин, там заплатила 0,00, это как его, но вот годовых получилось 50%, блин, от стоимости акций тогда было. Так вот, что хотел сказать. И когда у вас вложенных 4000, а там есть 10%, 20%, есть 6%, вот это вот, которая каждый месяц платит, она платит по 5% годовых у нее, но каждый месяц. Поэтому я что хочу сказать. Например, у вас вот с этих 4000, ну просто ляпну теоретически, да, вот 10% они там вам заплатили, вот это 400 евро за год, да. Ну так, чтобы я просто, чтобы объясню, чтобы вы поняли смысл. То есть вы окупили две компании, у которых вы купили акции по 200 евро. То есть риск, даже если одна из них сейчас обанкротится, вы перекрыли этот риск. Ну вот примерно так я это понимаю, и вот как я делаю. Поэтому вот этот фондовый рынок очень интересно. Дальше. Покупать, когда вы покупаете акции, вот у вас есть деньги какие-то, покупаете акции, нужно всегда покупать какое-то количество, не количество, а на сумму. Потому что акция может стоить 50 евро там, или 50 баксов, может стоить 10. Но нужно покупать не 50, там, одну акцию, или 10, там, или 20. Нужно покупать как минимум, ну там на 100 евро минимум. Сейчас объясню почему. Потому что ордер закрытия стоит 2, 3, 3,5 евро, 2,5, в зависимости от того, где, через какую биржу закрывается и как закрывается. Если это там американская, если там голландская, там немецкая, вот, ну, разные там у них эти, как его, бывают платежи. Вообще должен быть 2 евро один ордер. Поэтому, когда вы покупаете на 200,
евро и платите 2 евро, это 1% за сделку. А когда вы платите 100 евро и платите 2 евро за сделку, это 2%, да? Ну да, 2 это. А если вы платите, купили одну акцию за 50 или там 10 акций за 5, по 5 евро, это 50 евро, это уже 4%, понимаете? То есть это ваши расходы. Это ваши расходы. Поэтому их нужно минимизировать. Так как денег, допустим, нету там изначально это, но вот по 200 покупать. Потому что там тоже, когда за 200 3,5, блин. Ну вот, да, это вот тоже уже 2% получается. Почти. Вот. Потом, у вас, когда вы создаете свое портфолио, у вас, ну, в зависимости от, на какой бирже вы торгуете, или через, где вы зарегистрированы, у какого брокера, вот, не на бирже, у какого брокера, то это, у вас появляется портфолио, ой, пардон, а под портфолио внизу, то есть, как бы, ну, как бы два списка, да, появляется, когда будут дивиденды заплачены. Там выскакивает дата, когда будут, предположительно. Ну вот у меня уже некоторые заплатили, а сейчас у меня будет вот 9 числа сегодня, и потом 18 следующие. И потом и потом 9 и потом 18. Вот. Там сразу пишется, за сколько акций, сумма, вот, налог, который снимается, ну и чистую вы сколько получите. Ну, чистую не пишут, пишут общую и налог. А там уже сколько потом придет. Вот. Но я говорю, я только в начале этого пути, у меня сильно там больших пока опыта нет, телодвижений нету, вот я только пока вот инвестирую. Сейчас у меня там еще 2 ордера висит, так как по старой привычке, когда там все это делалось руками, да, то биржи пока не работают в субботу-воскресенье. Не знаю почему, все электронно, все это, вот. Не знаю, не могу сказать. Ну вот такой вот еще вот момент. Вот, интересно. И раньше, когда вот только начал, там, ну там раз открыл, я перед отпуском это все начал там аппликацию, ну приложение стянул, ну по нашему аппликацию, зарегистрировался, потом что-то мне там не получалось счет подключить, я это. Ну, тоже, если кому интересно будет, расскажу потом. Потом сделал вот первый раз, потом второй раз, а потом как-то неинтересно до этого. И я туда сумму вкинул, потому что там должна лежать сумма у вас, когда происходит, вот это хотел быстро рассказать, когда происходит падение каких-то акций, в которых вы заинтересованы. А это время, когда переведу деньги, когда их там освоят, они там появятся, это. А тут только раз, и вы ордер выставили и купили. Хотя можно, ну, поэтому не по маркету, а по лимиту поставить, какую цену вы хотите, и это. Ну, вот примерно так. Это так вкратце. Ну, на эту тему можно, блин, в общем, интересная. Эта тема интересная. В общем, учусь. Так что, ребята, не пропадаем. Кому будет интересно, обращайтесь, что буду знать, расскажу. Всем спасибо за ваше время, всего доброго и до скорых встреч.